Если вы открыли это видео, значит уже видели заголовки, которые потрясли фанатов. Но все, что попало в прессу, лишь маленькая часть того, что происходит за кулисами. Сегодня мы разберем не просто новость о рождении ребенка у звезд, а всю цепочку событий, которая к этому привела, с деталями, которые официальные источники подают крайне осторожно. И это только начало. В индустрии турецких сериалов сейчас разворачиваются процессы, которые меняют все, неожиданные провалы, решения продюсеров, от которых зависели карьеры любимых актеров, закулисные конфликты, замена сценаристов в последний момент, невероятный рост одних сериалов и странные падения других. Некоторые факты настолько противоречивы, что даже инсайдеры избегают комментировать их публично. Сегодня я покажу вам картину целиком, только подтвержденную информацию и свое мнение, основанное на анализе официальных данных. И если вы думаете, что уже знаете, что произошло, досмотрите это видео до конца. Там раскрывается самое удивительное, то, что действительно перевернуло индустрию и стало обсуждаться не только в прессе, но и в профессиональных кругах. Начинаем. Иногда один неудачный сериал способен запустить цепную реакцию, которая затрагивает не только рейтинги, но и судьбы актеров, отношения фанатов, медийные тренды и даже расклады всей индустрии. История, которую мы разбираем сегодня, начинается именно так, с неожиданного падения проекта, который подавали как один из самых перспективных сезона. Казалось, что сочетание громких имен, красивой картинки и заранее разогретого интереса просто не может подвести, но реальность оказалась другой. Эта история разворачивается медленно, почти незаметно. Сначала странные сюжетные ходы, потом легкое недоумение зрителей, дальше разочарование, а затем и тот самый момент, когда даже самые преданные фанаты начинают задавать неприятные вопросы. Почему сценарий внезапно поехал? Как так получилось, что актеры, которым было столько ожиданий, оказались заложниками слабого материала? И самое важное, почему в турецкой индустрии это происходит снова и снова? Но если бы речь шла только о провале одного сериала, это была бы слишком короткая история. На самом деле все куда глубже. От разочарования, любви и слез мы выходим к скрытому устройству Турдизи, к тому, как снимаются проекты, почему одни звезды остаются любимцами народа несмотря ни на что, а другие годами ищут свой настоящий суперхит. И чем больше разбираешь эту тему, тем становится очевиднее, за красивыми постерами и громкими пресс-релизами скрывается мир, где судьба многомиллионного проекта может решиться буквально за пару часов до съемки, а актеры выходят на площадку, не зная, что будет происходить в сцене, которую они вот-вот должны сыграть. Сегодня мы пойдем вглубь. Не для того, чтобы обвинять или оправдывать, а чтобы увидеть, как одна творческая неудача запускает целую цепочку событий, влияющих на карьеры Ханде Эрчель и Барыша Ардуча, на индустриальные расклады, на восприятие звезд вроде Керема Бürsin'a и даже на будущие хиты, которые только готовятся ворваться в эфир. Один сериал пал, другой превратился в суперхит. Одну актрису обсуждают из-за ухода, другую – из-за громкого возвращения. Продюсеры закрывают доступ к эпизодам на YouTube, каналы меняют сетку вещания, рейтинги рушат расписание, цифровые платформы отбирают у телевидения позиции. И вся эта буря происходит одновременно. Это точка входа. Дальше мы будем двигаться по линии, где одно событие цепляется за другое, словно домино. Провал любви и слез приводит к вопросам о Ханде, вопросы о Ханде, к разбору механики турецкого производства, затем к Ардучу, от него к феномену далекого города, а потом и к статусу тех, кто кажется суперзвездами, но остается всего лишь медийными героями. Сейчас мы стоим у начала этой цепочки. И самое интересное впереди. На первый взгляд все выглядело многообещающе. Яркий дуэт, крупный продакшн, красивая подача, уверенные тизеры. Проект запускался так, будто должен стать главным романтическим хитом сезона. Но именно в тот момент, когда зрители уже приготовились влюбляться в историю, началось то, чего никто не ожидал. Незаметные сбу, едва уловимые шероховатости и странные повороты, сначала вызывавшие легкое недоумение, постепенно превратились в лавину, которую невозможно было остановить. Чаще всего зритель ищет виноватого среди актеров или продюсеров, но настоящая причина провала скрыта глубже, там, где пишется главное оружие любого сериала – сценарий. В
турецкой индустрии скорость производства давно стала не нормой, а отдельным стресс-тестом для всей команды. Автору нередко приходится выдавать по сотням страниц в неделю, перестраивать сюжет на ходу, переписывать сцены в последний момент. И это не метафора. Актеры нередко получают обновленные диалоги буквально за пару часов до съемочной смены. Так появляется тот самый эффект: зритель смотрит, чувствует несостыковки, изменения в логике персонажей, потерянный тон, но не понимает, что причиной стало не чье-то безразличие, а изматывающий производственный конвейер. Продюсер в этот момент часто оказывается в роли наблюдателя. Он не способен проверять каждую сцену, потому что параллельно ведет разработку еще нескольких проектов, готовит будущие релизы и взаимодействует с каналами. И когда рушится сценарий, рушится все вокруг. Вместе с ним падает и ритм истории, и эмоциональная динамика, и доверие аудитории. «Любовь и слезы» стала примером того, как одна смена сценариста может полностью изменить траекторию сериала. Сначала зритель пытается терпеть, надеется, что сюжет вернется в привычное русло. Но терпение заканчивается, и рейтинги начинают скользить вниз, словно сцена, которой никто не написал сценарий. Этот провал стал шоком не потому, что в Турции редко бывают неудачные сериалы. Наоборот, их большинство. Но именно здесь больнее всего ударило то, что у проекта был огромный потенциал. Все было у него в руках: сильная пара, красивая подача, эмоциональный старт. И тем заметнее стал контраст с тем хаосом, в который постепенно превратились новые серии. Но, как бы парадоксально ни звучало, в этой истории самое важное не сам провал. Глубинный вопрос, который встал перед зрителями, был совсем другим: повлияет ли все это на будущее тех, кто стоял на передовой проекта. Ведь когда сериал теряет почву под ногами, первыми под удар попадают актеры, те самые лица, которые становятся символом как успеха, так и неудачи. Именно они держат эмоцию, именно им приходится справляться со сценами, которые приходят в последнюю минуту. И сейчас самое время перейти к тому, о чем начала говорить вся индустрия: как переживает эту историю Ханде Эрчель, актриса, от которой всегда ожидают большего, актриса, на чью карьеру смотрят под микроскопом миллионы. Когда имя Ханде Эрчель появляется в титрах нового проекта, у зрителей автоматически растут ожидания. Это уже давно не просто актриса, это культурный феномен, лицо современной турецкой романтики, человек, вокруг которого строится интерес еще до того, как выходит первая серия. Такой уровень популярности дает огромное преимущество, но создает и нагрузку, которую трудно увидеть со стороны. Каждый новый проект для Ханде – это испытание, где любая ошибка рассматривается под увеличительным стеклом. Провал «Любви и слез» оказался особенно чувствительным именно потому, что многие заранее представляли, какой мощной станет эта история. Зритель хотел влюбиться в новую роль Ханде, хотел снова сопереживать вместе с ней, и тем болезненнее было наблюдать, как материал буквально уходит у нее из-под рук. Она оказалась заложницей ситуации, в которой сильная игра не могла спасти шаткий фундамент. Но если убрать эмоции и посмотреть трезво, становится ясно: для Ханде это не падение, а очередной виток большого профессионального пути. Турецкая индустрия устроена так, что даже самые сильные актеры проходят через провалы. И парадокс в том, что провалы в Турдизе – почти такой же важный элемент карьеры, как и хиты. Именно они очищают пространство, дают паузу и готовят почву для следующего резкого рывка. Главное, что заметили зрители, даже в слабом сценарии Ханде удавалось удерживать внимание. Ее эмоциональная глубина и ее способность нести сцену даже тогда, когда текст задает ей мало опоры, стали одним из немногих стабильно сильных элементов сериала. И это не осталось незамеченным. В индустрии, где успех часто измеряется не рейтингами, а стабильностью актерской востребованности, Ханде не только не потеряла позиции, она даже укрепила их. Фанаты проявили поддержку, пресса отметила ее работу, а продюсеры сделали вывод: актриса справилась со своей частью задачи, несмотря на обстоятельства, которые от нее не зависели. Это важный сигнал. Когда актриса остается на высоте в проекте, который трещит по швам, она выходит из ситуации не проигравшей, а наоборот, сильнее. И именно это сейчас происходит с Ханде Эрчель. После «Любви и слез» она остается одной из наиболее востребованных актрис Турции. Каналы хотят ее, платформы хотят ее, и главное,
зритель по-прежнему ждет ее следующей истории. Но если личная устойчивость Ханде не вызывает сомнений, рядом с ней в этом проекте был партнер, чья карьерная траектория строится по совершенно другим законам. У барыша Ардуччо свои ожидания, свой путь, свои сильные и слабые стороны. И самое время посмотреть, как один и тот же провал по-разному отражается на двух звездах. У барыша Ардуччо путь всегда складывался иначе, чем у Ханде. Если ее популярность строилась на ярком образе и невероятной любви аудитории, то барыш стал тем типом актера, которого ценят за внутреннюю силу, спокойный харизм и способность держать драматическую линию даже тогда, когда на площадке все идет не по плану. Он никогда не был тем, кто делает ставку на громкие скандалы или медийный шум. Его карьера развивалась постепенно, уверенно, без резких скачков, но и без болезненных потерь. Именно поэтому провал «Любви и слез» для него не удар, а скорее неприятное, но вполне рабочее обстоятельство. В Турции у актеров нет роскоши выбирать проекты только среди потенциальных хитов, даже топовые имена рано или поздно оказываются в истории, которая по разным причинам просто не складывается. Иногда это сценарий, иногда продакшн, иногда сетка вещания. Но практически никогда актер. У зрителей может возникнуть ощущение, что один неудачный сериал способен обрушить карьеру, но в реальности индустрия устроена совершенно иначе. Продюсеры слишком хорошо понимают, если после каждого провала отказываться от ведущих актеров, через несколько лет просто некому будет снимать сериалы. Поэтому одна ошибка не считается провалом актера, она считается частью процесса. Барыш в «Любви и слезах» сделал все, что от него зависело. На фоне нестабильного сценария он держал линию персонажа так ровно, насколько это было возможно. И именно это заметили те, чье мнение действительно имеет вес: каналы, кастинг-директора, платформы. Для них барыш все еще остается надежным, мощным актером, которого зритель признает и уважает. Более того, провал сериала может даже сыграть ему на руку. Он давно нуждается в проекте, который покажет его с другой стороны, более жесткой, глубокой, драматической. Возможно, именно теперь у него появится шанс взять роль, где его природная серьезность и внутренняя сила станут не просто фоном, а главным содержанием. Турдизи любит возвращение, и нередко случается так, что после тихого поражения актер выходит в свой самый громкий успех. Но прежде чем мы перейдем к таким историям, стоит обратить внимание на сериал, который прямо сейчас демонстрирует обратный процесс. Если рядом один проект падает, другой, наоборот, растет так стремительно, что меняет сетку вещания, рушит конкурентов и вызывает настоящий феномен. Этот феномен – «Далекий город». Когда на экране появился «Далекий город», никто не ожидал, что именно этот сериал станет тем самым проектом, который полностью изменит расклад сезона. На бумаге он не выглядел революционным. Драматическая история, любовная линия, узнаваемые актеры – все это зритель видел уже сотни раз. Но иногда в индустрии происходит то, что невозможно просчитать заранее. Отдельные элементы, сами по себе обычные, вдруг соединяются в структуру, которая начинает работать почти идеально. Так рождается феномен. У «Далекого города» это случилось буквально с первых серий. Сериал зацепил аудиторию не громкими твистами, а атмосферой, плотной, неспешной, насыщенной эмоциями, которую зрители не просто смотрят, а проживают вместе с героями. Музыка попадает в нужное настроение, актеры – в нужный тон, а сценаристка Гульзар Ирмак создает диалоги, которые звучат так естественно, будто это не текст, а мысли, которые давно сидели у зрителя внутри. Но главным открытием стало то, насколько глубоко этот проект зашел в разные аудитории. Это не женский сериал, не мужской, не молодежная драма и не семейная сага, он стал редким случаем универсального попадания. Его смотрят те, кто любит эмоциональные истории, те, кому важна интрига, те, кто ищет атмосферу, и даже те, кто обычно предпочитает жесткие сериалы, но почему-то каждую неделю включают именно «Далекий город». Рейтинги росли так стремительно, что вскоре понедельник стал днем, которого остальные каналы начали опасаться. Не потому, что «Далекий город» занимал хорошие позиции, а потому, что он занимал их слишком уверенно. Другие продюсеры откладывали премьеры, корректировали расписание, пытались не попадать с новинками на тот же день.
И именно здесь стало понятно, сериал вошел в категорию, которую в индустрии называют суперхит. Это не просто высокий рейтинг, это феномен, который влияет на поведение других проектов, меняет сетку вещания и заставляет каналы пересматривать стратегию. Теперь главный вопрос в воздухе: что будет дальше? По состоянию на сейчас, даже если рейтинг сериала упадет в 2 раза, он все равно останется одним из самых сильных проектов сезона. При таких показателях решение о 3-м сезоне выглядит не просто логичным, оно почти неизбежно. Каналы слишком хорошо понимают, что такие успехи случаются редко, и отказываться от них все равно, что добровольно закрыть золотую жилу. И все же настоящий интерес вызывает то, как подобные суперхиты меняют жизнь самих актеров. Одни получают невероятный толчок, другие, наконец, пробиваются к большому признанию, а третьи пытаются использовать момент, чтобы сменить амплуа и выйти на новый уровень. Именно здесь в разговор неизбежно возвращается другая звезда, вокруг которой давно идет спор: настоящая суперзвезда – это про него или нет? Пора перейти к человеку, чье имя знают все, но статус которого остается предметом споров. Имя Керема Бюрсина звучит в Турдизе громко всегда, независимо от того, есть у него в данный момент проект или нет. Он один из тех актеров, вокруг которых постоянно держится ореол обсуждений, его упоминают в соцсетях, ставят в рейтинге медийности, зовут на рекламные контракты, и каждый новый слух о возможной роли мгновенно становится новостью. Но именно с ним связан один из самых любопытных феноменов турецкого шоу-бизнеса – невероятная популярность при отсутствии настоящего суперхита. Это не недостаток, это часть его уникального положения. Керем вошел в индустрию как актер с ярким, немного бунтарским шармом, который с первых лет своей карьеры завоевал молодежную аудиторию. «В ожидании солнца» принесло ему армию поклонников, хотя рейтинги были средними. Позже «Постучись в мою дверь» стал хитом, но как летний проект он все равно не мог выйти на те цифры, которые делают сериал суперхитом по строгим турецким меркам. Тем не менее, именно эта работа подарила Керему еще одну волну популярности – международную, громкую, эмоциональную. Он стал тем актером, которого обсуждают не только за проекты, но и за образ. И вот тут скрыт ключ к его феномену. Керем – сильный медийный персонаж. Его любят за харизму, за характер, за открытую манеру общаться, за искренность, которую он транслирует в беседах и интервью. Он – тот тип актера, который может быть без проекта в эфире, но все равно оставаться в топах обсуждений. Однако в турецкой индустрии есть четкое разделение. Медийная звезда и суперзвезда, на чье имя массовый зритель включает телевизор автоматически. Керем уверенно относится к первой категории. Но до второй ему, по мнению многих аналитиков, не хватает именно того самого проекта, который объединит вокруг него не только фанатов, но и широкую аудиторию, ту самую, которая смотрит сериалы не ради актеров, а ради сильной истории. При этом у Керема есть то, чего нет у многих – потенциал к серьезной драме. Его роль в «Деле чести» до сих пор вспоминают как одну из наиболее глубоких в его карьере, несмотря на то, что сам сериал провалился. Это доказало, что Керем способен на гораздо большее, чем легкие романтические образы, которые цепляют молодую аудиторию. И сейчас он стоит на той самой границе, где каждый следующий проект может стать для него переходом в лигу настоящих супервлиятельных имен Турдизи. Запрос на смену амплуа у него назревал давно, и если следующий сериал даст ему пространство для более драматической или исторической роли, это может стать тем самым моментом, которого ждут и зрители, и критики. Но индустрия живет не только внутренними трансформациями звезд. Иногда происходят события, которые затрагивают абсолютно всех, от новичков до легенд. И в последние недели такая новость действительно прогремела настолько громко, что стала темой номер 1 для всей отрасли. Индустрия Турдизи редко бывает спокойной, каждый сезон приносит свои сюрпризы, но то, что произошло в этом году, выбило почву даже у тех, кто привык ко всему. Одна из самых значимых и узнаваемых премий страны, символ признания и статусной победы, церемония «Золотая бабочка», неожиданно исчезла из календаря. Для зрителя это может выглядеть просто как отмена мероприятия, но для тех, кто работает в индустрии, это событие сравнимо с исчезновением главной сцены, на которой десятилетиями фиксировались самые громкие карьерные взлеты.
Премия, на которой блистали топовые актеры, вручались награды за лучшие сериалы, лучшую драму, лучшую романтику, лучший саундтрек. Площадка, куда каждый год стекались обсуждения, споры, рейтинги платьев, предсказания победителей. И внезапно тишина. Официальный спонсор ушел, контракт завершился, новый партнер не найден и церемония не состоится. Это выглядит почти нереально. Десятилетия традиции, тысячи номинантов за всю историю, десятки актеров, для которых победа становилась важнейшей карьерной отметкой, и вдруг такой провал системы. Но именно эта новость показывает настоящую подоплеку происходящего. Турецкий рынок меняется быстрее, чем когда-либо. Телевидение теряет позиции, цифровые платформы поглощают бюджеты, а рекламные кампании все чаще делают ставку на медиа, где молодежь проводит время в стримингах и социальных сетях. Отмена премии стала неожиданным зеркалом, которое подсветило все, что происходит за кулисами. Для одних актеров это потеря большой сцены, где можно было напомнить о себе, промотировать новый сериал, поднять собственный статус. Для других – шанс переформатировать индустрию, создать новые форматы наград, которые будут соответствовать современности, а не традициям 20-летней давности. Но главное, это событие подорвало привычную структуру шоу-бизнеса. Теперь актеры и продюсеры вынуждены искать новые точки влияния, новые способы продвижения, новые пути удержания зрителя. Однако, если на уровне индустрии происходят большие сдвиги, то на уровне отдельных сериалов жизнь продолжается с прежней интенсивностью. И среди всех обсуждаемых проектов именно один оказался в эпицентре внимания, не из-за скандала, не из-за провала, а из-за масштабной смены лица самой истории. Вокруг него сейчас кипят такие эмоции и такие споры, что даже отмена престижной премии отошла на второй план. Мы переходим к «Клюквенному щербету», сериалу, который переживает самую заметную трансформацию сезона. Есть сериалы, которые проходят сезон тихо, без лишних всплесков, а есть такие, что превращаются в непрерывный водоворот эмоций, споров и неожиданностей. «Клюквенный щербет» всегда принадлежал ко второй категории. Но то, что произошло недавно, стало настоящим поворотом для всей индустрии. Уход Сылы Тюркоглу, актрисы, чья героиня до 3 года была сердцем и одним из двигателей истории. Новость о ее выходе сначала казалась слухом, затем преувеличением, но в итоге подтвердилась самой командой сериала. И моментально запустила эмоциональный взрыв в соцсетях. Одна часть зрителей не могла представить «Щербет» без Доа, другая устала от ее драматической линии и считала, что обновление просто необходимо. Но главное, уход Сылы стал не просто косметическим изменением кастинга. Он стал началом масштабной перестройки всей конструкции сериала. На ее место приходит Серай Кая, актриса с совершенно другим энергетическим рисунком, другим стилем игры, другим образом. Ее новая героиня – не продолжение Доа и не замена, а полностью самостоятельный персонаж, который меняет баланс отношений, конфликты, динамику и саму атмосферу проекта. Вместе с ней в историю входят и другие новые лица – Азге Барак, Хакан Карахан, Елчин Хафизоглу. То, что раньше было просто обновлением, теперь стало почти перезапуском. И это решение выглядит смелым, даже рискованным. Ведь именно такие перестановки способны либо подарить сериалу вторую жизнь, либо, наоборот, обрушить рейтинги. С точки зрения индустрии уход Сылы Тюркоглу – шаг закономерный. После 3 лет в одном образе актриса рискует застрять в амплуа, которое начинает ее ограничивать. Она пришла в прайм-тайм из дневных сериалов, сделала имя, получила любовь аудитории, и теперь логично идет дальше, чтобы не стать той самой Доа, вечно живущей в одном типажном коридоре. Ей нужен следующий сильный проект, возможно, не телесериал, а цифровая платформа или кино. Для «Клюквенного щербета» этот момент стал проверкой на зрелость, сможет ли сериал идти дальше, не опираясь на привычную основу. Сможет ли новая героиня стать центром внимания? Примет ли ее зритель? Сейчас это главный вопрос, который обсуждает вся индустрия. Удастся ли авторам выдержать баланс, сохранить дух сериала и при этом дать ему новое дыхание? Но жизнь турецких актеров и сериалов никогда не ограничивается только рабочими перипетиями. В один момент подиум внимания может занять событие совсем другого характера,
тихое, личное, но способное вызвать фурор в прессе и соцсетях. И следующая история именно такая. Иногда одна новость из личной жизни актеров вызывает такой отклик, какого не достигают даже проморолики крупных премьер. И именно это произошло, когда стало известно, что Башак Гюмюль-Джанилиоглу и ее супруг Чагры Читанак стали родителями. Пара, которую многие знают по «Постучись в мою дверь», вдруг подарила поклонникам еще одну историю, не экранную, а настоящую, тихую, человеческую. Сообщение о рождении сына, которому дали имя Девин, разошлось по медиа быстрее, чем новости о премьерах новых сериалов. Зрители в одно мгновение переключились с разговоров об уходах, кастингах, рейтингах на фото счастливых родителей, появившиеся в сети. И было в этом событии что-то удивительно контрастное. В индустрии, где каждый шаг обычно измеряется цифрами, охватом и просмотрами, такая простая человеческая радость вдруг оказалась главной темой дня. Особенно трогательным момент выглядел потому, что еще недавно Башак объявила о беременности на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Тогда это выглядело как красивый эпизод, жест, полный символизма и уверенности. И теперь, когда в их семье появился сын, зрители словно почувствовали завершенность этого пути, тепло которого сложно подделать или превратить в навозную формальность. Рождение ребенка всегда меняет медийную траекторию актеров. Это создает эмоциональную связь с аудиторией, усиливает их видимость в прессе, повышает интерес к будущим проектам. В шоу-бизнесе такие моменты становятся частью большой мозаики, на которую зритель смотрит не менее пристально, чем на постеры новых сериалов. И если в предыдущих разделах мы говорили о профессиональных вершинах, провалах, сменах актеров и изменении структуры индустрии, то эта новость напоминает о другой стороне Турдизи, человеческой, тихой, где за яркими ролями стоят люди, которые живут своей жизнью, строят семьи, ищут свое счастье. Так история Башак и Чагры неожиданно стала мягким акцентом на фоне бурного сезона. Но теперь, после множества сюжетных поворотов, от провалов до суперхитов, от смены героинь до рождения детей, наша история подходит к моменту, где нужно собрать все воедино. Когда смотришь на турецкую индустрию со стороны, кажется, что она живет по своим привычным законам. Одни сериалы выстреливают, другие исчезают, звезды сияют, проекты сменяют друг друга. Но если заглянуть внутрь внимательнее, становится ясно, каждый сезон здесь похож на живую материю, где отдельные судьбы, неожиданные решения и цепочка случайностей складываются в единый пульс огромной системы. Провал «Любви и слез» стал отправной точкой этой истории не потому, что это был единственный неудачный проект, а потому что он вскрыл механизмы, которые обычно скрыты за кадром. Стремительный ритм производства, отсутствие времени на доработку сценариев, отсутствие возможности у продюсеров держать все под контролем – это не исключение, а правило. И когда слабым звеном становится сценарий, рушится все вокруг, как бы ни старались актеры удержать конструкцию от падения. Но парадокс в том, что для Ханде Эрчель и Барыша Ардуча этот провал стал не поражением, а проверкой устойчивости. Поскольку в Турдизи провалы – это не приговор, а своеобразный ритуал перехода. Ханде сохранила статус любимой актрисы, доказав, что ее игра держится даже на нестабильном материале. Барыш, в свою очередь, показал, что может оставаться надежным драматическим ядром в любой ситуации. Их карьеры продолжают движение вперед, и индустрия ждет от них новых работ, уже без тени прошлого проекта. На фоне этой истории особенно контрастно выглядит феномен «Далекого города». Его успех – пример того, что настоящая химия между сценарием, атмосферой и актерской игрой способна превратить обычный проект в культурное явление. Сериал стал настолько мощным, что изменил расклад в сетке вещания, заставил другие каналы корректировать календарь премьер и создал почти стопроцентную уверенность в своем продлении. Параллельно с этим Керем Бюрсин снова напомнил, что популярность – это не всегда прямое следствие рейтингов. Его путь – пример того, как медийная энергия, поддержка аудитории и способность оставаться интересным вне эфира могут удерживать актера в числе первых лиц даже без суперхитов за плечами. А затем индустрия получила еще один удар – исчезновение «Золотой бабочки». Символ многолетней истории вдруг выпал из сезона, оставив большое пустое место. Это не просто отмена церемонии,
это отражение того, насколько быстро меняется рынок, где традиционные форматы перестают быть главными, а цифровые платформы захватывают пространство, от которого раньше зависело телевидение. Пока большие структуры перестраиваются, отдельные сериалы тоже переживают свои трансформации. «Клюквенный щербет», потеряв Сылу Тюркоглу, вошел в новый этап своей жизни, этап, который может изменить не только сюжет, но и будущее рейтингов. Приход Серай Кая стал новым импульсом, и теперь вся индустрия следит за тем, сможет ли сериал удержать свое место. И, наконец, среди всех этих профессиональных бурь прозвучала самая тихая, но самая теплая новость о рождении сына у Башак Гюмюльджанилиоглу и Чагры Читанака. Эта история напомнила, что за ролями, за сценариями, за рейтингами есть живые люди, чьи личные моменты способны вызвать не меньше отклика, чем премьеры сериалов. Так заканчивается наш путь по последним событиям Турдизи. Путь, где провал одного проекта стал началом целой цепи сюжетов – карьерных, личных, индустриальных. Турецкая телевизионная вселенная продолжает меняться, дышать, пульсировать, и каждое новое событие становится частью большой истории, которая никогда не стоит на месте. Спасибо, что были с нами до самого конца. Если вам понравился разбор и вы хотите больше историй из мира турецких сериалов, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк и не забывайте писать свои комментарии. Ваше мнение помогает выбирать самые интересные темы для следующих выпусков. До скорой встречи!